Так, мы начинаем 5 на 5. Естественно, мы начинаем с Гибралтара. Что еще может быть? 21:42, конечно же, только Гибралтар. У нас в составе Дэдди, Хистериус, Паук, Алоха и Турбина против Джусебаша, Павна, Энселя, Рампага и Декстера. Смотрим мы за защиту. Я не знаю, можно в чате написать, как нам команды назвать, потому что они не назвались. Но я так понимаю, там друзья Рампага и, короче, все остальные против него. Очень тяжелая здесь всегда атака в районе вот этих касс. Очень узкие коридорчики, которые очень хорошо контролируются, и пока что никаких проходов не получается у команды Рампага. Давайте, да, по капитанам называть просто. Команда Рампага, и здесь пусть будет команда Паука. Он уважаемый такой дядя. Я сейчас как будто я всех остальных обесценил. Но тем не менее. Ну так просто. Команда Паука, команда Рампага. Всем же понятно. Итак, у нас команда Рампага по правому флангу инициирует нападение. Здесь их принимают. Не получается пока пройти, но по-прежнему живут ребята. 4 человека здесь находятся. Их встречают с крыши и с зоны флага. Пытаются они прорваться, в принципе, кажется, даже успешно вот сюда в проход. Надеюсь, здесь прошел сквад-лидер, тогда с него будет распаковки. Но остается у нас кто-то здесь сзади на прикрытии. И потихонечку начинают разваливать оборону. Остается у нас тут Дэдди. Паук в зоне флага обороняется успешно. Пошли в ход герцоги. Нормально там вроде все регает с них. Так, остался у нас еще кто-то в живых. Не знаю, есть ли у нас тут где-то сквад-лидер еще у команды Рампага. Запак. Он бегает какой-то одинокий рейнджер. Его убили. Кажется, нет. Кажется, прохода у нас тут никакого не было. Я так понимаю, играем мы флаг-бай-флаг, учитывая, что это 21:42. И откатывается назад атака. Рампага и враги Рампага, да. Это 21:42 внезапно пробудился. Прям вместе с релизом шестерки. Неожиданно и приятно. Так, ну у нас между тем борьба уже под флагом идет. Ожесточенная. Не очень синхронизированно паковцы заходят. Гораздо более синхронизированно есовцы обороняются. Очень медленно идут ревайвы у нас со стороны пака, поэтому уже успевают раствориться люди. И атака снова захлебывается. Я так понимаю, full вайп был. О, импульс тоже стримит. Ничего себе. А меня зачем звали тогда? Лучше весь трафик на один стрим погнали бы. Так, у нас пак проходит уже по крыше. Пробуют проходить. Здесь, конечно, с одной стороны можно хорошо пробежать, но с другой стороны, если контролить этот проход, то тут вообще нулевая защита. Никак не укрыться от огня. И, собственно, перекрестным огнем здесь ребят забирают. Я вижу, что есовцы уже подобрали Крылову. Они уже это в модных черных шапочках от пак экипированы. Почти все. Ну, естественно, Крыловы по-прежнему все любят. Импульс стримит? У него виснет жестко. Ну, ты ему, главное, напиши об этом. Он, может, не знает. Ну, продолжают у нас капать тикеты у паковцев, пока не получается у них пробиться. Вот одна успешная атака была. Ну, как успешная, им удалось пройти в проход. Но единственный раз, когда они под флаг зашли, их там очень жестко приняли и не смогли ничего сделать. Снова по правому флангу пытаются пройти здесь ребята. В принципе, сейчас есть хорошая возможность. -2 у команды Паука, но здесь одновременно убивают Баша и Энселя. Я не очень понимаю, почему тут не поднажать было. Пятером там против троих-то можно было попробовать пропушить. Гранатами, конечно, могли закидать, но рискнуть-то можно было. А так, вон, смотрите, сколько чемоданов лежит.
Это мне столько занесли за этот стрим. 4 чемодана. О, а у нас в это время... Ох, какой прорыв, посмотрите. И граната просто великолепно. Не знаю от кого. Тут паук еще дожимает уроном. Просто накрывает весь этот паровозик, который у нас агрессивно тут пытался прорваться. Хорошая была попытка. Мне кажется, что стоило ребятам вчетвером здесь пойти от сквад-лидера отправить в другую сторону, чтобы все равно стригерились на вот этот агрессивный дерзкий прорыв. И под шумок как-то попробовать сквад-лидера пустить по другому следу. Но ребята решили ва-банк пойти. Не удалось. Здесь защита хорошо отработала у нас. Разворачивается атака теперь по центру. Но у нас там 2 человека. 3 человека. Сейчас сплетуют паковцы. Да, сейчас у них есть возможность зайти с 2 флангов. Но здесь круговая оборона от есовцев. Хотя под флагом-то нет никого. Флаг уже тянется. 3 человека на флаге. А куда все делись? А все по крышам что-то расставились и передумали под флагом обороняться. Паука здесь забирают. Паук у нас пока главный бомбардир у стороны защиты. И кассы забираются. Тикет-блит остановлен. 291-245. В принципе, большой счет у паковцев остается на то, чтобы что-то сделать еще. Ну, сделать им нужно здесь фулкап, конечно. Но дадут ли им это ребята, играющие в команде с пауком, сделать? Вот это большой-большой вопрос. Решают играть от обороны точки сейчас. Yes. Не идут в прорывы, я так понимаю. Хотя там Турбина что-то пытается сделать. А, нет, он тоже в обороне стоит. Вот не люблю я эту точку и вот эти вот решетки. Очень противные они с точки зрения прострелов через них. Так, а у нас здесь на 2-м этаже пытаются и, в принципе, относительно успешно прорываться. Но, правда, тут ребята по одному упак. И они не могут друг друга как-то поассистить, поревайвить. То здесь только на прострелы надеяться. И вот Декстеру здесь не повезло. Так, ну, конечно, да, у нас вот эти вот королевские ящики отыгрываются. Но Рампага отсюда выкуривают. И он расстроился. Да, ожесточенная борьба идет. 12 минут еще играет до конца раунда. Неплохое, я считаю, начало для первого киберспортивного мероприятия сезона, так сказать. Сезона 2025, если можно. Так, и паковцы у нас внизу прорываются. Вот сейчас как раз будут эти посеточные войны. Но здесь не очень синхронизированно действуют паковцы. Декстер один пошел и умер. Ему тут явно надо было, чтобы кто-то ему помог. Я, конечно, за ЕС стримлю, поэтому не вижу диспозиции всей паковцев. На споте мы их тоже не видим. Но как будто реально ребят по одному бегают. Вот, там опять человек погиб. Его некому вообще отревайвить. Как-то уж очень единолично играет. Вот здесь сейчас у нас двойка какая-то работает. Хорошо, ребята. Стрим, может, смотрят. Пешка и еще кто-то с ним бежит. Ну или ломбард. Давайте ломбард называть. Мне кажется, это смешно. Заходит под точку. В принципе, точка уже тянется. Сколько? 2 у нас человека? 4 человека на флаге. Всех вышибают отсюда. И все у нас с ЕУ бейза люди сейчас выходят. Нету никаких ни проходов, ничего у ЕУ. Ну, вот эту точку обычно гораздо меньше держат есовцы. За кассы всегда долго борьба идет, а вот за вторую точку обычно быстро. И здесь, конечно, тоже вот эта точка очень неприятная для обороны. Тут вот просто всех крошат на этом заборчике. Хистериус не может никак поднять. Последний редут обороны, и того сбривают. Но есть еще возможность выйти. У Алохи отвратительный респ на верхотуре. Его тут же принимают. Точка уже едет. И что, пахнет фулкапом? Турбина и папочка у нас. Тедди на обороне.
Папочку забрали. Остается турбина Хистериус. Сейчас Хистериусу надо срочно делать этот ревайв. Алоха прикрывает, но как-то достаточно неуверенно. Хотя, в принципе, забирает он сейчас рампага. Это важный сейчас скилл, который может сильно помочь. Паук на подходе. Сверху тоже забрили человека. Но 4 паковца на флаге. Турбина здесь остается один. Паук пытался против двоих воевать, но у него не получилось. И папочка, где ты? Почему папочка там тупит? Папочке надо было под флагом сейчас воевать. Хистериус там вообще где-то в километре, но он, по-моему, только отреспавнился. Поэтому не будем его осуждать. Но немножко будем. И рампак довершает дело. Фулкап 265-0. Достаточно уверенно. Ну вот первая точка. Я поэтому не люблю на самом деле эту карту. Потому что вот какая-то... а чё, раунд-то закончили бы. Куда вы сразу рестарт-то жмете? Мы счет даже не посмотрели людей. Ай-яй. Негодяй получается. Или тут нельзя заканчивать, а то что-нибудь взорвется. Да, в общем, мне Гибралтар поэтому всегда не очень нравился, потому что как будто борьба вот в основном за одну точку идет. Дальше там не очень долгая борьба получается. Причем вот сколько я помню, я стримил, практически всегда так было, вне зависимости от того, какие команды играли. Ну, за исключением там случаев, когда мы, например, играли против каких-нибудь местных киберкотлет и с рефайтом и вообще не понимали карты и этих дурацких заборов. Прекрасных, в смысле, на Central Camp'е, вот эту вот решетку, про которую я говорил. Вот, и ребята, которые более опытные, знают все эти позиции, они, конечно, нас там разматывали в обе стороны. Но обычно вот ЕС реально на двух последних точках очень плохо обороняется. Ну и с точки зрения левел-дизайна, мне кажется, они не очень удачны. Ну ладно, не будем осуждать. Похорошел бы F6 при Анепе, безусловно. Привет, Гуфи. Стеферейр, тебе спасибо, что пришел. Стараемся. Меня позвали, ребята собрались. Я только рад постримить. Battlefield 6. Действительно, графон просто восхитительный. Так, ну ладно, давайте не будем отвлекаться. У нас... Сейчас, по-моему, пытается команда Паука просто с первого же захода, с первой атаки забрать кассы. И пока у них это получается, точка поднимается. Тут на обороне-то вообще нету особо никого. Вот так вот просто с нахрапа, пока я тут с чатом общался, просто моментально забирают. И это, конечно, заявка на камбэк. Но в куларах тут что-то по одному ребята расходятся. И вот этим... Очень хорошо сейчас пользуются есовцы. Просто реально по одному всех, что ли, разобрали. Как-то точку забрали, а дальше плана не было у ребят, и они растаяли. И не удалось закрепиться здесь. Надо было оставаться под точкой, мне кажется, и типа от нее отдефться, а потом уже дальше идти. Хотя у нас тут распаковка есть. Был где-то здесь сквад-лидер запрятан. И 4 человека у нас борются под кассами. Так, здесь у нас пока чисто. Ну, тут главное не рассусоливать, хотя я вижу, что есовцы все здесь тоже от обороны играют. А чё не рассусоливать-то? Можно и рассусолить. Я что-то вообще не про то думал, ладно. У нас же флаг-бай-флаг, конечно. Ну, видите, дед уже сам давно не стримил. Так, а Турбина вообще видит вот этого мужчину, который сидит тут на башне и устраивает 5G облучение? Кажется, видят, и очень сильно он отвлекает и Хистериуса, и Турбину. Решают все-таки прыгать на точку. А здесь уже 2 человека на крыше, и сейчас спин это как хорошо будет лететь. Ой-ой-ой. Хистериуса забирают. Так, а Турбина у нас амбициозно пошел следующую точку забирать уже. Ну, почти. Так, и кассы забраны снова. Будут ли сейчас пауковцы дефаться? Нет, опять Алоха только один в обороне остался. Хистериус там идет на подмогу, а в это время здесь распаковка с крыши идет. Хистериуса не видят, отлично забирает он ломбард.
И в спину настреливает еще Декстеру. И Декстер, и Ломбард вообще все вынес Алоха тут. Ну там вроде кто-то еще был, я не понял. Я видел только 2 килла. Ну, трупика тоже 2, и на крыше 3 был, так что, видимо, всех выбили все-таки. Да, и теперь ЕС приходится оборонять уже Central Camp. Я не знаю, как она в русском называется. У меня до сегодняшнего дня была на русском игра, но потом я поставил вот этот, как его, клиент обновленный, и она стала на английском. Ну, главное, что работает, и на том спасибо, поэтому не знаю, если кого-то оскорбляет название точек, то извините. Так, и дают сейчас как-то очень вежливо Турбине поднять Алоху. Возможно, рампак на медальке работает, что типа, ну, больше киллов будет. Но нельзя было позволять делать этот ревайв, я считаю. Ну, в итоге-то все закончилось хорошо для рампага, так что все в порядке. Так, и здесь тактика бутерброда против Энселя применена. 4 смычка обработали одну заявку. Алоху забрали. Да откуда они все выползают по одному? Какие-то партизаны выскакивают. Мне кажется, ребята даже теряются, потому что вот эти шапочки паковские видят и такие, а, ну это наш слоняра, а это не наш слоняра. Так, и атака захлебывается у нас здесь у паковцев. Паук там растягивается, чтобы давать распаковку, но есть нюанс. Он заключается в том, что 2 человека у нас на кассах. Флаг стремительно тянется, кстати, очень быстро реально тянется. И ничего не успевают сделать ребята с пауком. Надо возвращаться обратно. Папочка и Алоха пытаются пробиться. Ну, в принципе, под флаг удается зайти. Да, выбивает здесь 2 раза Энселя. Он клонирует себя, что ли, или что? А, там рампак еще был. Ну и благодаря этому получается оттянуть внимание паковцев обратно на кассы. Поэтому, ну вот с помощью таких маневров сейчас есовцам получается достаточно неплохо обороняться. Потому что они все время вынуждают не атаковать, а обороняться своими проходами. Это, в принципе, хорошая, да, такая рабочая тактика. То есть вы обороняетесь, но постоянно контратакую. Давайте посмотрим за штурмом этой точки. Великолепными прострелами сквозь сеточки, которые уже были завершены. Теперь посмотрим на попу мужчины в ящике. Это, в принципе, классическое зрелище, если вы смотрите соревнования по 21-42. Четко тут. Да, вообще. Кайф. Так. И что у нас получается? Полегли почти все ребята на вот этом пятачке. Есовцы отмахались, и вот будут ли они сейчас в атаку идти? Кажется, они решили просто закрепиться на обороне. Проходов я не вижу под кассу. Да, потихонечку более позиционная борьба начинается в этом раунде. То, в принципе, не работает на руку команде Паука. Потому что прошлый раунд, напомню, они закончили фулкапом. Но я, кстати, не запомнил счет, а поскольку делали рестарт, надо, не знаю, аналитику поднимать. Ну, какой-то там 200 с чем-то было. Так, и успешная у нас атака паковцев, пока я это все рассказывал. Забирают они точку. Последний европеец... 2 последних европейца держатся на лесенке, но тут у них очень неприятная позиция. Им по кумполам тут очень хорошо будет лететь, и гранаты еще кидаются. Мне кажется, на эту лестницу вообще нет смысла идти. Я бы бежал отсюда, роняя кал. И просто пытался навязывать борьбу где-то внизу, чтобы не дать пройти паковцам вперед. Ну, в принципе, относительно так и получалось бы. Но здесь уже Алоха даже с Такао пистолета достреливает кого-то. Я вообще... Мне кажется, за всю историю Battlefield 2142 с пистолета Такао было убито человек 10. Он какой-то очень странный. Ну, не знаю, может, я преувеличиваю, конечно.
Так, у нас паковцы хотят ставить фулкап, но тут один Хистериус был. Пытался он отревайвить тиммейта, который растворился прямо перед ним. Пришлось убегать. Ой, какая хорошая граната от Павна. О, а что я сделал? Ничего себе, а так можно было? Прикиньте. Я нажимаю спот, и надпись исчезает. Ну, правда, нельзя в стороны мышкой вращать. Ну, прикиньте, я только что это узнал. Это всегда в 21.42 так было? Почему я этого 3 года назад или сколько-то, 5 лет назад не знал? Так, ну ладно, давайте постараемся не отвлекаться. У нас пытаются паковцы пройти под последнюю точку. Здесь Паук играет технично с Алохой, занимая верхотуру, чтобы сразу отстреливать всех. Ну а Алоха ловит очень неудачный тайминг. Хорошо, что его тиммейты здесь прикрывают. И флаг у нас спускается. Кажется, сейчас будет очередной фулкап. Да, у нас один рампак живой. Если только он не тянет эту точку. Нет, он не тянет. Его убили здесь. Так, 2 человека живых. Но тут камбэк из Real, конечно, но маловероятен. Декстера убили. Остается Энсель. Ну, good luck, have fun. 10 минут можно тикеты сохранять. Видимо, чем он решил заняться. Ну, тут, мне кажется, это не так просто, на самом деле. В 21:42 сделать. А, все, его убили. Ну и ладно. ГГ. 287-0. Давайте это сохраним в памяти предков. Так, что у нас тут? Алоха, Хистериус, бомбардир. Неожиданно, кстати. Ну ладно, если Хистериус с Пауком вместе. Но я, честно говоря, думал, Паук тут больше нас шмаляет. УЕУ, Рампак главный. Ну, наумирали ребят, конечно, тут знатно. Особенно Декстер. Хотя Енсель тоже. Так, ну здесь мы ничего интересного не увидим, я думаю, да? Так, ну, скажем, что боевой ничьей закончилась первая карта. Я не знаю, что там дальше будет. Написано, предлагают идти на Берлин. Но сейчас не 45-й. Мне кажется, из пехотных карт, ну, это субъективно мое мнение. Вот Цербер Лендинг прикольная. Тунис вообще... Ну, хотя... Такой дискасса был. Берлин мне не очень нравится. Вот Страйк от Каркан бы поиграли. Это классика BF2. Сейчас люди из BF2 бы прибежали, обрадовались. Ну, не знаю, тут не принято такое. Ну, не знаю, если у ребят останется запал, может, они в конце там решат что-нибудь такое. Ну, сейчас, я думаю, они выберут что-то типа Тунис, Цербер, там, Берлин, вот тот же, да. А что там еще, кстати, было? Верден, да, еще? Ну, Верден, да, кстати, тоже прикольный, но я не знаю, он тут заточен под... Юзер Муму, спасибо. А, USSR. Прошу прощения, USSR. Муму, спасибо за подписку. Я не уверен, что здесь Верден подходящий, потому что я помню, что на в геймсе обрезали эти главки, чтобы не было адом. Вот, и замес был на центральных точках, а здесь, возможно, это не настроено еще. Белград еще хотят, а тут нет в мап-листе Белграда. Никакого Белграда. Только Кутаиси какой-нибудь. Вот почему есть Белград, Тунис, Гибралтар, а где Кутаиси? Где Тбилиси? Где Ереван? Где Баку, наконец? Жемчужины Кавказа. Ну ладно, пока ребята определяются картами, посмотрим, что там в чате. Хоть бы кто попросил, чтобы я спектатора включил, никто не предупредил, что будет стрим. Ну, блин, ну извини, я ж сам не знал.
Никто не знал. Ну, мне Рампак написал, говорит, вот, думаем завтра, по-моему, мне вчера написал. Думаем завтра поиграть. Я такой, ну, окей. Давайте. Да я не забывал про чат, просто плотно было. Так, ну все, я понял. Снова я открыл для себя призвание в этом самом. В том, что надо стримить на Твиче. Что? Как это читать? Сейчас я прочту, подожди. Упчкфрдей. Спасибо большое за подписку. Мне аж пришлось вернуться. Да блин, сейчас, подождите, извините. Да, я вижу, что решают по карте. В лаунчере выбрать язык русский надо, это на игру тоже влияет. Да ну как. Будем знать, я его впервые сегодня увидел. Это паук. Stellar Air, а ты, кстати, импульс или ты не импульс? Шук, ты, кстати, играл в BF6? Привет. Ой, блядь. Ну что началось-то? Спасибо за стрим. Спасибо большое за донат. Я уже забыл, как он звучит. Меня чуть Кондратий не хватил. Спасибо большое, аноним. Я уже забыл эту божественную лютню. Вчера до 5 утра гонял шум. Ну, ты наркоман, конечно. При всем уважении. Да. Ну, вот, с другой стороны, как бы, не нам, наверное, тебя осуждать, учитывая, что сутки спустя мы собрались 21:42 играть. Так что, в принципе, как будто мое обвинение в твою сторону достаточно беспочвенное. Так, ну решили вроде Тунис играть, я так понимаю. Ну ладно, сейчас посмотрим. Надеюсь, не из-за того, что я тут на стриме набубнил на Берлин. Тунис, я пехоте не очень люблю. Мне он очень понравился вот 8 на 8 как раз. С проездами машинок, с роботами. Вот это прям этот... Маштур из Battlefield 2, если кто помнит, кто знаком. Вот на 16 человек, когда 8 на 8 играют, Маштур, это прям очень похоже по вайбу было. Мне очень понравилось в этом плане. BF6 кайф, всем советую. Так, понятно, тут амбассадор Винса Зампелла в чате. Баньте его, насмехайтесь над ним. Тут только закоренелые старперы. Ну, я, кстати, видел по поводу BF6, что там компании ругают. И этот опять Secure Boot, там, как в 2042, который, я так понимаю, людям многим не дал насладиться этим приключением. Вот, а так посмотрим, что там в дальнейшем будет с развитием игры. Можно ли там будет тоже вот как спектатор полетать, так что-то посмотреть. Какие-нибудь турнирные матчи. Я, честно говоря, за этим особо не следил. Но если там будет с этим так же, как 2042, это будет, конечно, печально, потому что там ни спектатора, ничего нет. Даже здесь вот есть спектаторы, а там нет. Не, ну, этот самый... То, что на кушку убирается надпись, это вообще какая-то магия вне Хогвартса. А интересно, в BF2 это тоже так работало? Если да, то, ну, вряд ли, потому что мы бы это должны были заметить. Но если да, то мы, сколько, 12 лет стримили там, не знаю об этом. Ну, здесь всего 5. Ну, либо, я не знаю, это вот волшебный Стеллар такой. Фишка Стеллара. Здесь никто не сказал, что надо включить спектатора. Мем.
Да, на самом деле, да я, нет, я, я сейчас говорил вообще не про это, а про то, что в 2042 в другой части, не в этой, нет режима спектатора вообще, вот, а в 2142 спектатор, на мой взгляд, ну вот как меня, как кастера, он достаточно бесполезный, потому что я люблю карту открывать, я люблю смотреть, что происходит, а там с этим проблемы, потому что ты только за одну команду можешь смотреть. И счет, по-моему, там еще не отображался в спектаторе. Так что мне ок и так. Главное, что фрикамера есть. Вот если бы фрикамеры не было, то было бы печально. Кирбут, похоже, запомнил все настройки после беты, и проблем никаких не было. Ну, видишь, как здорово. Но я видел там просто в стиме панамку накидали многие. Турбина тут. А у паука микрофона, что ли, нет? Или что происходит? Ничего там. Газует паром. Его даже рестарт не остановил, он продолжил газовать. Нормально. Вот это ножка. Какая ножка? Да, сколько можно? 5 рестарт. Так, у нас составы-то поменялись? По-моему, нет. Все то же самое решили оставить. Say start. Да. Так. Да. Я не то нажал. Извините, простите, простите. Быстрее. Назад. Так, мы уже играем же, да? Мы смотрим за пак. Это у нас команда Паука Алохи. Алоха идет в проход как сквад-лидер. Вот за это мне, кстати, тоже Тунис нравится. Да, тут можно сплетануть. Эти идут 2 человека на док-офис. И 3 человека у нас в поджим идут под точку, которая называется мост. Знаете почему? Потому что она у моста. Но вот эта точка не называется мост, хотя она тоже тут не очень далеко. В любом случае, у нас первый килл. Но точку забирают все-таки, не удается здесь. Да и не сильно пытаются, честно говоря, команда Паука здесь законтестить. Паук, я не знаю, в курсе ли, что у него за спиной убили всех тиммейтов. Вообще он остается здесь один. Но, с другой стороны, это ж Паук. Ему как бы... Зачем тиммейты нужны? Он их в соло всех раскатает. Вон он тут 2 забрал под точкой. Пошел, сел забирать. Турбина пытается прорваться ему на помощь. Паука тут потихонечку зажимают. Паук не видит у себя в попе человека. А вот теперь видит и забирает его тоже. Ну, просто какой-то монстр. Еще одного забирает. Это паук, по-моему, да, там говорил, что не регает у него. Кажется, зарегало все у паука. Нормально. Наконец-то этого арахно-зверя тапком прибили, а то вообще какой-то гипер синтольный получился. Но, тем не менее, он точку забелил, распаковки из-за этого здесь нету. Его команда подошла, он сейчас вышел снова со сквад-лидера. И все в порядке у команды Паука благодаря этому. Так, и здесь, насколько я помню, когда вот такая ситуация, то тикеты капают. Вот это меня бесит, конечно, в 21:42. Что не видно, когда капают тикеты. В двойке была прямо наглядная картина, когда моргала надпись. А здесь ничего не моргает. Здесь просто по скорости надо угадывать. Ну, вроде что-то капает. Так, у нас тут разделились ребята. Алоха остался один впереди, в то время как бэклайн ему немножко порвали. Турбина также выходит на оборону. Не понимают пока, где находятся все оппоненты, хотя вот под точкой забрали, кто у нас там находился. Рампак по-прежнему здесь живет, но вынужден он скрываться в аналах канализационных, и его прям здесь накрывают, и Рампага в них спускает. На этом атака, контратака ЕС, я так понимаю, остановлена. Так, я слышу какие-то крики отсюда. Ну, здесь отбились. Кто-то у нас... Папочка у нас находился под последней точкой, будучи сквад-лидером, но его здесь выбили. Турбина как-то очень на уверенных
мансах заходят вперед. Ого, а это можно вообще такую штуку ставить? В соревновательных, я не знаю, тут по правилам, я, честно говоря, вообще не помню, чтобы я ее хоть раз видел. В 5 на 5. Ну, наверное, можно, да, оно же такой же дефолтный анлок, как и дефибрилляторы. Вот это изобретение 2006 года. Абсолютно потрясающая пипка. Но здесь она не сильно помогла. Так, и с переменным успехом у нас тут идут бои, но судя по разнице в тикетах, все-таки ЕС у нас немножко проигрывает. Спасибо за стрим. Надо будет как-нибудь вместе поиграть. Спасибо большое за донат. Да, надо бы, я играл в 21.42 недавно. Вот, можно попробовать. Ну, правда, вот тут непонятно, на Nov Games или здесь, или где вообще играть. Я надеюсь, вот у ребят будут какие-то еще мероприятия после вот этого, и мы сможем какие-то организованные вещи собирать, потому что, ну, мне лично прикольнее вот что-то такое. Хотя с моим пингом, конечно, лучше бы я не играл, наверное. А, это только соревновательный сервер, окей. Но это, ты знаешь, тоже амбициозное заявление, учитывая, что, по-моему, это первое у нас соревнование в этом году. Я вот в начале стрима говорил, в 21.42. Поэтому, может быть, если там будет возможность, то, может, его стоит и не только соревновательным делать, но это как вам виднее, конечно. Если будут чаще соревнования проходить, я говорю, я вообще только за, я даже 5 на 5 буду готов приходить стримить. Ну, когда смогу, конечно. Надеюсь, там еще кто-то из кастеров подтянется, чтобы не только на мне это зиждилось. Да, я думаю, господи, там людей, кто стримит, умеет. Достаточно тот же Рампак может в какой-то момент постримить своим сексуальным голосом. Так, Алоха у нас тут забрали под главкой. Как-то жиденькие атаки получаются здесь у Пак под главку ЕС, но в то же время ЕС не может пробиться под мост. И из-за этого такой статус-кво складывается, которое, в принципе, неблагоприятно для ЕС, потому что тикетов они тратят гораздо больше. Так, опять этот красный фонарь тут стоит красивый. Очень сейчас неприятное положение у ЕС, потому что они все как релоканты в одном общежитии находились. Их там одной гранатой буквально могло снести. И тут тем более еще паук стоит, пиксель хантит из-под ящика. А паук с Крыловым это... Не знаю, с чем сравнить, но, в общем, ничего хорошего от этого ждать не приходится. Тем не менее, ну, в силу того, что очень разные ребята играют, видимо, и, может, в целом отвыкли, ну, реально видно, что очень такой пабличный стиль ведения боя, то есть довольно редки какие-то проходы организованные. Все вот по одному Хистериус, вон один под точку бежит, паук там пошел по своим делам куда-то. Турбина вон тоже отдельно ходит. И все вот расплитились как-то и не очень осознанно из-за этого получается атака. И в этом нет ничего страшного. Опять же, ребята не сыграны и давно не играли, но вот просто со стороны это заметно. Так, паук у нас тут затаился. Ну, знаете, как обычно пауки вот в углу засядут. И его оттуда никак не достать. А с него, кстати, сейчас дали распаковку по вопросу неорганизованной игры. Скинули сквад, из паука вышли 2 человека. У них все не очень удачно. Паука здесь забирают. 3 человека, 4 у нас даже человека на обороне. Но точка-то едет немножко вниз. Хотя вот нет, все-таки здесь достреляли всех. Удалось отмахаться. Снова скидывается сквад. Теперь Дэдди у нас сквад-лидер. Попробуют они с этой стороны, наверное,
сделать распаковку, хотя не знаю. Нет, не будут пробовать, решили проверить мост, нет ли там проходов каких-то, тоже, в принципе, логичное решение. А, весной еще играли. Ну вот это я пропустил, видимо. Так, и что это? Это пахнет Battlefield 2, мне кажется, сейчас, потому что... Неужели... А! 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 Палево! Палево! Вот таких моментов очень редко встретишь. 21:42, когда какие-то незаметные проходы, такие вот в метре от противника, но рампак здесь, видимо, бдит. Не позволяет он такого осуществить. Паук тут снова пытается залезть на печку. Мне, кстати, нравится, что 100 лет спустя у людей по-прежнему стандартные такие достаточно печки стоят. И бараки тоже в целом. Ну, в 2006 году как-то не сильно верили в человечество, да и будем честны, текущий момент человечество как будто тоже не располагает к тому, чтобы в него сильно верили, как в какой-то прогрессивный вид. Но атака у нас пытается продолжаться. Здесь кустовые войны происходят, обмениваются киллами обе стороны, но команда ПАК все-таки поджимает под главку своих оппонентов, вынуждены уже последнюю линию обороны выстраивать на бегу ЕСовцы. У них, в принципе, это очень плохо получается. 3 человека у нас живых. Если сейчас нету никаких проходов, вот сюда их нет, то все очень плохо для ЕС, на самом деле. 2 человека у нас под флагом. Ну, кто сейчас? Турбина. А, Турбина побежала с Элла резать, все правильно делает. С Дэдди выходит еще 2 человека, но этого времени хватает, чтобы убить Хистериуса. И удается ЕСам хотя бы немножко здесь закрепиться. Нарезают они своих оппонентов и захлебывается здесь атака. Мне кажется, надо было сквад-лидера, наоборот, сзади оставить, а не пытаться его куда-то засунуть поглубже. Тогда он бы смог прикрывать своим огнем наступающие ряды. А тут ребята были вынуждены туда-сюда бегать за стенами, чтобы друг друга отревайвить. Но это дает возможность команде Рампага еще повоевать. GC Bash. Я не знаю, какой оригинальный никнейм у этого человека, как и у папочки. Воевал против 2, но не очень успешно. Так, и у нас снова атака идет. Снова на мосту я никого не вижу. Ну, ЕСом тут немножко плохо. Потому что килл-фит весь синий. И 2 человека находятся под флагом. Также рядом там паук нарезает всех. В принципе, да, здесь ребята просто занимаются спуском флага, пока паук там делает все киллы. Рабочая схема. Рампак, хорошая граната, очень важная сейчас для обороны точки. Но надо в зону войти, чтобы флаг не ехал, и могли тиммейты выйти. Успевают на последних крапалях ЕСовцы зайти. Здесь остается Алоха живой, он сквад-лидер. Его срочно надо уничтожать, потому что иначе вот будет 5 человек, и от этого уже будет не отмахаться. Рампак, как в том самом меме, с 5 темнокожими мужчинами, одной белой женщиной, воевал и проиграл. Ну, в том меме, не знаю, можно ли сказать, что там кто-то проиграл, но здесь, безусловно, Рампак проиграл. А, Red Signal Bash, да, спасибо. Так, я что-то пропустил. Какой счет был? У нас есть возможность тут где-то это лицезреть по раунду? Нет? Ну как так-то? А в BF2 можно было тикеты смотреть сколько? Ну, что-то у них есть какие-то вещи, которые они из двойки в 21:42 не перенесли зачем-то и зря. Ну ладно, по счету у нас паук тут больше всех настрелял. 15-10 сыграл Алоха, 19-11 Рампак.
Но Крылова в целом доминирует, хотя Турбине это не сильно помогало. Турбина меньше всех настреляла в этой катке. Все европейцы отстрелялись больше, чем Турбина. Не знаю, может, не летел у человека или с непривычки по карте. 250-180, спасибо. Будем знать. Турбина извиняется за что-то. Пацаны не извиняются, как известно, да? С прошлого года. С молодых ногтей с прошлого года все знают, что пацаны не извиняются. Перерыв 3 минуты у нас пишут. А я не знаю, кстати, какой план-то. То есть мы 3 карты будем играть или сколько? Или до потери пульса? Я просто до 5 утра, если что, не смогу. Вот, а если 2, то как-то обидно, а зачем собирались, потому что тогда еще 1 раунд остался и все. Ну, короче, я считаю, 3 надо играть, чтобы прям это... Короче, идеальный баланс был. Не, ну если суммарно, там точно... А, ты имеешь в виду чисто по прошлому раунду? Просто на Гибралтаре они плюс-минус поровну сыграли. А здесь первый раунд вот за командой Паука остался. Кто-то сказал до 5 утра. Да, пытаемся учиться у лучших, так сказать. Ну а ты вообще в целом чувствуешь там какую-то глубину в BF6, чтобы, ну типа, регулярно заходить и играть? Не будет оно слишком репетитивно? Да, если фулкап, то в 0 очки уходят, все верно. Я просто к тому, что первую карту они плюс-минус на равных сыграли, поставив друг другу фулкапы. Вот, поэтому, наверное, логично считать только, ну, плюс-минус. Но только результат последнего раунда, который я как раз не обратил внимания, к чему были равны, чтобы понимать разницу в счете. Да-да, Гибралтар равный был. Ну, не совсем, там разница, по-моему, что-то типа 30 тикетов было или еще что-то. Ну, блин, я за этим что-то не следил. Больше реалистичности по сравнению с 2042, и, честно говоря, после беты я чаще заходил 2042. Очень похоже. Ничего не понял. Реалистичности больше, а после бета ты чаще заходил 2042. Что, на что похоже-то в итоге? Ну, просто в 2042 так-то реиграбельности не очень много было. Это мы просто с вами не очень часто собирались, и это было удобно. Вот, а так, ну, типа, за недельку-то, если прям много играть, то она реально задолбает, мне кажется, любого. Не знаю, в 6 это работает или нет. Вижу пехоту противника. Кого подлечить? Не, ну, на Тунисе мы смотрели-то тоже за пак. Крыловы-то они везде Крыловы, поэтому... В принципе, все фулкапы, которые сегодня были, они все за Крыловы были. Ну, no discuss, да. Вижу пехоту противника. Кого подлечить? Замечен противник. Разряд. Вот и все. Как я переключаюсь игроком на цешку Вижу пехоту между противника. игроками. На пробел выбираю между фрикамом и кем-то конкретно, и на С переключаю. Но я только между своими могу. Это та же система, как и в двойке. В двойке это все точно так же работает. Просто в двойке не было отдельного режима спектатора. Я говорю, мне поэтому кажется, что... Ну, типа, идея хорошая с режимом спектатора, но реализация, она абсолютно бесполезная в 2142. Единственный плюс, вот, типа, что локализацию можно убрать. Ну, видишь, я научился ее и так убирать. И мы это всегда правили этим в файлике локализации. Просто сдвигали надписи, все. Да-да, по языку я помню, я даже тебе ответил, вроде. Ты мне скажи, ты импульс или ты не импульс? А то у тебя тут Stellar Air, я не знаю. Ты воздухан или ты импульс или кто?
Ну, в смысле, Эйр, ты понял, воздухан. Как-то оскорбительно прозвучало, я просто недавно слово узнал. Воздухан. Вот, импульс, видишь. Скучал по тебе. Придумал тут, понимаешь, свой лаунчер. Респект тебе. Я все думал, надо высказать респект тебе или не себе за то, что все мы здесь сегодня собрались. Ну, с технической точки зрения. Так, ладно. Они вроде уже начали играть, я только не очень понял маневров вот этих. Там кто-то проспал как будто выходы. Энселя здесь забирают. 2-2 по точкам, но здесь гораздо более-менее амбициозный прорыв у паковцев, чем в прошлом раунде мы видели. Ну и рестарт. Вот это, кстати, это чисто по канонам двойки. Когда раунд начинается и плохие респы там и еще что-то, люди просто делают рестарт, такие, не, Миша, все херня, давай по новой. Вот. Ну, здесь объективно там что-то зафейлилось, так что... Смотрим мы с вами заново. Рампак у нас сквад-лидер. Бежит он пока что на доке. Я так понимаю, он на доке пойдет, а сам скинет сквадного кому-то еще. Они в полном спринте полетят дальше. Да, так и происходит. Бош бежит вперед. Ну, это явно Рампак, мне кажется, научился. Если точнее, на карте Gulf of Oman в Battlefield 2. Недаром его командировка прошла в двойке. Так, у нас ничего себе, у нас 4 человека здесь идут в поджим. Он менее агрессивный получается. И опять там Энсель куда-то один отошел. И сейчас его будет сложно отревайвить. Но гораздо более крупные силы пытаются здесь ребята выделить под атаку. Но это сделать не удается. Возможно, мне кажется, Рампага надо было сюда отправлять, а кого-то еще точку забирать. Здесь не хватает вот этого разрывного фактора, как у их оппонентов Паук в прошлом раунде. Просто на своем горбе в соло зашел под точку и забелил ее. Собственно, благодаря этому в итоге фулкап получился-то, если быть честными. Но пока что борьба у нас тут идет. Ровно на мосту. Рампак прикрывает тылы. Ну, я говорю, вот здесь, мне кажется, Рампак допускает ошибку, которую он много раз допускал и во всяких турнирах в Battlefield 2, когда он брал на себя роль сквад-лидера, и из-за этого его команда, короче, теряла в пробивной силе. И вот здесь как будто происходит то же самое сейчас, потому что... Ну, две эти роли очень сложно в одном человеке совместить, потому что как бы ты не можешь одновременно проход сквад-лидера делать и тащить всех там по -3 делая. Вот, Рампак пытается и то сделать, и как будто у него это не сильно получается. Ну, то есть, мне кажется, ему надо было делегировать сквадного кому-то, вот, чтобы он этим занимался. Но это тоже нифига не просто. И объяснить, как бы, что ты хочешь, и чтобы этот сквадной правильные вещи сам делал. Это надо вырабатывать навык, видимо, поэтому Рампак и берет это на себя. Хистериус забирает здесь просто всех своих чужих этой гранатой. Но потихонечку ЕС давит здесь под своих оппонентов. Декстер пытается там пробиться. В принципе, он сейчас с Ники мог бы попробовать, наверное, даже под мост пройти, но решает оттянуться поближе к своим на оборону. Но все равно... нет, он павно тут ресает. Хорошо. Но здесь под точкой уже кто-то был. Один вроде человек, забрали его. И тем не менее, паковцам приходится возвращаться, чтобы обороняться. Этого в прошлом раунде точно не было. Команда Паука такого беспредела не допускала, если так можно выразиться. Но они сразу как-то с нахрапа вот... Во многом благодаря Пауку, я говорю, взяли мост и, в общем, его не отдавали просто. А здесь такая более равная сейчас игра идет. Потому что вот чисто по 2 точки контролируем и борьба в центре карты. Паук закидывает снова тут гранатами. Обоих сквад-лидеров, ай-яй-яй.
Вот когда два сквад-лидера одной гранатой забираются, это очень нехорошо. Перезарядка. А все, он в стене. Вот и все. Можешь идти. Это не лечится, к сожалению, в батлах на рефракторе. Так, а я правильно же видел, да? Опа. Опа-па. Оу-ля-ля. Вижу пехоту противника. Так, ну тут видят вроде. Декстер заспотал. А, тут мужчина с Бьянчи стоит. Нашивает, хотя нет, тут два человека есть. Так, а Декстера забрали, получается, и все, никто обороняться не будет. Ну ладно. Ну, ес, вот так вот. Достаточно легко забеляет, но здесь, конечно, 3 человека влетают на турбину. Разрывают в пух и прах. Щиток от такого не лечит. Но вынуждены оттянуться опять назад. Паковцы. И это все играет на руку команде Паука, потому что тикеты не капают, атака не идет, и статус-кво выгоден команде Паука. Хотя, конечно, наверное, их амбиции гонят их к фулкапу. И если им это удастся сделать, то это будет первый фулкап за ЕС в этой игре. Но также у этого раунда есть возможность стать первым раундом, который закончится не фулкапом. Так что много шансов побить какой-то из рекордов, так или иначе. Пока тут снова сложности с проходом в атаку. У обеих, причем, сторон. Буксует очень сильно. Рампак остается на обороне. Забирает он турбину. В то время как его тиммейты вчетвером пытаются пропушить через бродик. Вот это самое неприятное место, через речку эту прошлендривать. Но удается это сделать, выключают Паука. Это, в принципе, хорошая возможность, чтобы зайти под флаг. Башу надо, конечно, жить, потому что он сквад-лидер, но он, наоборот, лезет на самый рожон. Забирается, ну, конечно, каноничная позиция в 3 соснах. Но папочке это не мешает. И посмотрите, у нас тут просто 3 вахтера сидят и обороняют точку. Остается один Энсель, но Энсель потерялся тут немножко, конечно. Так, а Рампак решил, видимо, чисто в соло играть. Пытаются его закидать гранатами безуспешно. Рампак так просто не сдается. Хотя из него выбивают ящик. Еще одна граната прилетает. Да сколько их там, не знаю, гранат 6 он пережил, наверное, здесь. О, Декстер на шоке сажает Паука. Вот это скилл. Еще убивает Хистериуса. Декстер тут один воюет, что-то разыгрался. И как же Баш его осаждает. Ну как так сбил настрой молодому человеку? Там уже явно на характере что-то готовилось. Перелом битвы готовился, и Баш этой предательской гранатой сбил этот настрой. У нас какой-то ползун находится на самом верху, пытается его герцогом сбить, но он обмазывается ящиками, Рампагу не получается сковырнуть. Но с остальными проблем не возникает, хотел сказать я. Но, конечно, оставить его в тылу и просто забить на него тоже странное решение было. Он в спину там лежит, настреливает. Ну, теперь он будет дальше сковывать от турбины, я так понимаю. Просто посмотрите, заставляет 4 людей тут ждать. Не дает им пройти в атаку, а в это время Баша сбривают. Проход сквад-лидера провалился. И, в принципе, благодаря действиям турбины удалось тут сбить вот этот атакующий потенциал у паковцев. Атакованный.
И теперь уже ЕС будут пробовать в обратную сторону отъехать. Но здесь действительно у нас в этом раунде какая-то очень позиционная борьба идет. Баш снова бежит вперед. Тут -2 делает. Еще одного надо забрать. На помощь к нему прибегает пешка. Ревайв тут пытался сделать Хистериус, но контролировал Баш трупы. Так, и побаиваются прохода под свою точку. Здесь паковцы. Декстер идет проверять. А вот, да, есть нюансики. Так, ладно, пока оставим эту ситуацию здесь. Посмотрим, что у нас происходит в атаке. Здесь Павн бегает один. Пытается он зайти под флаг. Но без помощи своих напарников получится сделать только размен с папочкой. Так, и давайте вернемся к вот этой ситуации, потому что эскалируется она стремительно. 3 человека у нас стремительно спускают точку. Декстер только сейчас из-за уголка увидел весь масштаб трагедии. Бегут обратно ребята, но как же они расплечены, боже. Ужасно сильно расплечены. Борщ... что? Баш... заходит под точку, с него успевает кто-то выйти, но не помогает это выжить. Остается последний рампак, и его тоже сбривают. Ну... На самом деле обеим командам не хватает вот в плане сплоченности, да, действий, координации какой-то, но в силу каких-то обстоятельств вот прям у команды Рампага это гораздо более заметно. Вот Энсель там вообще, где он был, что? Почему он здесь был? Уже там точку давно забрали. Тут воевал зачем-то. Так, ну и сейчас, в принципе, начинается то, что уже показывала команда Паука в прошлом раунде, а именно позиционный зажим противника на главке с целью выдать побольше тикетов и там на каких-то минусах попробовать зайти и поставить точку в противостояние. Пока, в принципе, это кажется, что более-менее получается, но кто-то здесь... Нет, никто никуда не прорвался еще. Энсель пошел в длинную фланговую атаку. Энсель, кстати, сейчас, справедливости ради, очень хорошо идет. Но есть нюанс. Он хорошо проходит для сквад-лидера, а он не сквад-лидер. То есть вот если бы сейчас Баш и Энсель были поменены местами, я бы сказал, что очень хорошая сейчас контратака идет у команды Рампага. Но, в принципе, она и так удается. Собственно, благодаря Башу как раз и удается. Но с тактической точки зрения это был такой рискованный заход. Ой-ой-ой, Паук тут просто разрывает двоих. Господи, какой дихлофост нужен, чтобы этого Паука остановить? Просто какое-то чудовище. 20 на 13 человек играет. Монстр какой-то совершенный. Так, ну, Рампак решил тоже поиграть в Вахтера. Судя по тому, как играет Рампак, он вообще супер на челе, честно говоря. Ну, либо сгорел, я не знаю. Ну, просто Рампак вообще отказывается со своей командой играть. Типа, ну вас нафиг, ребят. Я лучше сам как-нибудь. На КД, видимо, играет 18 на 5. Не хочет смертей больше получать. Микролап, я не буду это повторять, но... Забавное охарактеризовывание реки. Я заплыв какой-то пропустил. Ну, сорян. Так, турбину предлагают кикнуть. Наверное, мы откажемся. О, Энселя повысили до сквад-лидера. Ну, либо это с того, что у Энселя
жилка какая-то сквадлидерская проснулась, либо это изначальный был план, чтобы он играл как сквадлидер. Но, в общем, Энсель устремляется в проход. В то время как его команда, в принципе, отбила... Что это? Офисы Дока. А как он умер? Или это мастер-тактика, ребят? Или это сейчас будет продемонстрирован нам просто какой-то филигранный разрыв? Да, именно так и происходит. Ничего себе, вот это да. Слушайте, реально, мне кажется, году в 2019 представить вот такие тактики с самоустранениями для распаковки со сквад-лидера я с трудом могу. А сейчас реально вот эта вот экспертиза из Battlefield 2, мне кажется, она в каком-то огромном количестве просочилась 21-42, и просто сейчас посмотрите, как филигранно разыгрывают гамбит команда. Ой-ой-ой, как же хорошо! Вот только Рампагу надо как-то тоже самоустраниться. Он там вообще ни к селу, ни к городу. Потому что сейчас, посмотрите, здесь обороняются на мосту. В это время у нас там Зондер команда уже прорывается под последнюю точку. Баш, конечно, остается здесь один, но дает ревайв. Здесь борьба 2 в 2, но нет, их забирают. Но как же сейчас было разыграно. Просто вот знаете, как это в шахматах какой-нибудь там этот дебют 4 коней там или какие там умные вещи бывают. Вот что-то такое сейчас было разыграно. Просто как по учебнику ребята атаку расставили. Причем вообще неожиданно, с чего она, откуда она появилась. Вроде так разрозненно играли, а тут хопа. И какой-то прям вообще амбициозный абсолютно прорыв произошел. И мне кажется, сейчас команда Паука немножко в растерянности, потому что они только что неспешно собирались ставить фулкап своим оппонентам, а вот они уже сами зажаты на главке, прошло каких-то там минуты 2, наверное. И мне кажется, сейчас супер подъем мотивации у команды Рампага. Будут они пытаться поставить фулкап. Рампаг идет в агрессию, но здесь разменивается он с Пауком. А тут забор, да. Это всегда бесит в старых Батлфилдах. Коготь бобра. Ну, что-то в этом духе, да. Ну, тики-то еще капают тоже неплохо. И посмотрите, уже под точку агрессирует. Но вот здесь вот теряются люди по дороге. А у нас при... Баш сквад-лидер. Ну вот тут что-то растеряли скорость ребята, и ЕС сейчас успевает зайти в оборону. Хотя как успевает? 2 человека в живых, точка спускается, не так уж сильно они успели. Паук мертвый лежит. Паука подняли. Алоха делает первый килл, второй килл. 3 в 3 ситуация у нас. 2 в 2. Идут ревайвы, у ЕС скорость ревайва выше, Рампаг не успевает и... Ну, близко сейчас было, близко, но ЕС все-таки на крополях отбиваются. Но посмотрите, ЕС понимают, что... Ой, как все плохо. Но успевают хорошие позиции занять, и происходит отстрел атакующих сил. Баш... Вот Баш тут очень агрессивно играет. Понятно, что он пытается своей команде помочь поставить точку, но как и Селу, ему бы тут надо быть посдержаннее, чтобы, если вот как сейчас происходит, накрывается вся эта процедура медным тазом, чтобы была возможность распаковки. Но у нас, с другой стороны, все равно есть Энсель-то, сквад-лидер, с него выходит Новтурс Рампаг. Обрабатывают папочку они вдвоем. Удается сделать респ. Но какой же там, вернее ревайв, но какой же респ у ЕС. Просто 2 человека сразу наведенными на Энселя появляются. Очень неудачно здесь, конечно, стечение обстоятельств. Рампаг остается там. Чего он 2х с пистолета убивает? Это вообще законно? Его команда приходит на помощь. Баш занимает позиционку, чтобы прикрывать как раз как сквад-лидер. Но пока он прикрывает, всех остальных расстреливают. Хорошо, 2 килла есть. Надо пожить, надо просто пожить Башу. Не надо никуда бежать, сиди на месте. Сейчас тебя выйдут мужчины.
Вот первый пошел, второй пошел. Все, сейчас пойдет. Только ревайвы нужны. Вот Баш нервничает немножко, но в итоге-то все хорошо получается. Кроме того, что один человек остался в текстуре, ну, это естественная потеря. Так, у нас успевает какой-то червячок заползти на барак. А я не знаю, с него точка вообще контролируется или нет. Но неважно, ему в любом случае в попу настреливает рампак. Занимает его место. Паук там где-то разносит у нас и Баша, и Павна. Но точка едет вниз. Сейчас надо залетать ЕСом под флаг. А они откидываются гранатами, но не идут под точку. Как так-то, ребята? У-у-у. А кто деф-то будет? И посмотрите, Рампак. Команда Рампага. 30 секунд до конца остается. Сейчас просто, по-моему, будут бежать сейвить тикеты. Или не будут? А почему не будут-то сейвить тикеты? Алоха, убегайте, 25 секунд. Ой-ой-ой, как сейчас близко-то. Если сейчас паука убьют, 5 секунд. 5 секунд у паука. А все, не будет. Не будет фулкапа. Все, паук остался в живых. Паук понял, чем пахнет. Ну, давайте посмотрим быстренько, где он может быть. А где он? Все, убежал паук. Очень правильно сейчас сыграл паук. Сохранил тикеты своей команде. И благодаря этому удалось победить его команде. Ну, по тикетам там, наверное, они все равно победили, мне кажется, но... Тем не менее, сейчас фактически был фулкап, и только жизнь паука спасла команду от проигрыша по тикетам. Это прям очень красиво. Не, ну то, что сделала команда Рампага, вот там на 4-й минуте до конца раунда, это вообще какой-то вообще разрыв. Ну, то есть я объективно, я не ожидал этого сегодня увидеть, то есть это, ну, в целом, иконическая ситуация там в том же BF2, но здесь я этого не ожидал сегодня увидеть. Я думал, ребят там отвыкли, но что-то разыгрались и вполне себе нормально устроили просто какой-то лютейший камбэк. И ребята с команды Паука вообще не успели ничего понять. Вроде только что почти ставили фулкап, и хопа, уже надо главку дефать. Так, а мы будем, да, третью играть? Или как? Или мы уже играем? Да не, вряд ли. У меня, кстати, вопрос. Вот к аудитории 2142, ребята, у меня к вам вопрос. Вас вот форма карты никогда не смущала вот этой? Типа, я один тут вижу какие-то нюансы, да? Не, ну тут видно, что как бы пытались сгладить, так сказать, ситуацию, чтобы поменьше было аллюзий, но, будем честны, это не сильно получилось. Живите теперь с этим. Простите, пожалуйста. Ну, да, но... Я сам не замечал, если честно. Ну, просто, правда, как теперь развидеть-то? Причем я реально, я не знаю ни одной объективной причины, зачем вот этот вот горб надо было делать. Там все равно залезть на эту гору, по-моему, нельзя. Там только вот за вот этими домиками снизу можно проходить. Поэтому это как будто чисто для отхода от привычной формы сделано было. Будет третья карта Берлин? Принято, принято. Ну, кстати, я вообще не помню, чтобы вот там что-то про Белград спрашивали. Я вообще не помню, когда в пехоте играли Белград. Вообще, когда в целом хоть кто-то играл в Белград. Я понимаю, что люди такие, туман, не хочу. Но, блин, это же новое что-то в 2142 бы было. Берлин и Гибралтар-то вообще там заиграны до смерти. Тунис
тоже, но немножко меньше все-таки степени. Так, давайте посмотрим, наверное, можно импульс, если ты стримишь? Давай мы с тобой поменяемся. Спасибо. Хочу посмотреть за командой Паука, а то я, по-моему, все время смотрю за Рампажьей. Просто смотришь? Ладно. Мне просто кто-то говорил, что ты стримишь. Опять писали. Ну, в начале, когда мы еще Гибру играли. Вот, а так, конечно, прикольно после большого перерыва в стримах вернуться и вот на мякотку, типа, матча. Не знаю, мне нравится комментировать всякое такое. Надеюсь, вам нравится смотреть эти спонтанные комментирования и отвлекания на развитие собственных шуток в момент, когда люди стараются, идут там в проход, в контратаку какую-нибудь. Но... это же некий уникальный стиль, наверное. Немножко дегенеративный, но все же. Кстати, помните, мы сервер-лендинг обсуждали, да? А попробуйте вот эту карту развернуть по вертикали в голове. Можем ли мы на основе вот этого маленького исследования, которое мы провели, сделать вывод, что аудитория Battlefield 2142 склонна немножко к, ну, скажем, мягкой бисексуальности? Я слишком много думаю о пенсилах. Ну, может быть, у меня какие-то проблемы, да. Не, ну, правда же есть. Зачем вот здесь вот они вот это сделали? Вот зачем? Там никто все равно никуда не проходит. Там... ну ладно, здесь хорошо, есть смысл какой-то. Вот здесь я не понимаю, зачем вот этот кусочек сделан между вот этими домами двумя. Для чего? Он изолирован, то есть там никак никуда не пройти. Они его оставили зачем-то. Мне вообще интересно, ну, нет, типа, кроме шуток, вот... как они границы здесь проводили. То есть такое ощущение, что они как-то очень грубо нарисованы, границы карт вот здесь. То ли как от руки, то ли вот хрен знает, как они это проводили. А я так, видишь, я сразу прочитал. Я даже, ты неправильно написал, а я все равно прочитал про пенсилы. А как я тебе дать должен? Это, попроси у Рампаги, у него есть, он тебе даст. А так, да, пиши, конечно. Ну, он мне сейчас написал, пишите тоже, что будет. И это, расскажи, ты вот по поводу Stellar, ты собираешься как-то это куда-то развивать? Или это просто вот действительно, как ты сказал, типа запаска на случай, если что-то отломается? Просто я тут уже рассказывал про то, что сейчас вот новый игрок... В начале, когда мы начали стримить, я такой, вот сейчас новый игрок на рынке 2142, сейчас вот будут, если проводить ивенты и маркетинг, то все, там онлайн пойдет. Это будет забавно, если у тебя в планах было просто как заглушку его держать. А я тут уже нафантазировал там себе. Ну да, с временем на самом деле понимаю. О, сайты с мониторингом и скачиванием лаунчера, прикольно. Можешь, кстати, это... ну, это, конечно, с мониторингом не очень матчится, но вот... как PlayBF2 я сайт делал на тильде, на бесплатном конструкторе. Там как лендос красивый получился. И вообще времени не занимает в плане создания. То есть там эти блоки складываешь просто конструктором. И... типа вообще ничего не программировать, ничего не надо.
Даже на бесплатном можно. Ну, там домен будет всратый, но на бесплатном домене можно сидеть и за домен еще ничего не платить. Но вот это плохо работает в связке с мониторингом, потому что мониторинг туда не прикрутить, если только по ссылке на сторонний какой-то ресурс. Мониторинг, да, это хорошо. Хотя, с другой стороны, а насколько он нужен на сайте, знаешь, если у тебя лаунчер есть, в котором он есть, в принципе. Был бы моложе, уже бы свой ревайв сделал. Слушай, мне кажется, что все-таки, чтобы такие задачи ставить, надо прям в команде это делать, потому что иначе реально, во-первых, тут две проблемы, потому что, во-первых, все на тебе, и ты как бы и перегореть можешь, и тебя это все задолбает, и человеческий фактор никто не отменял. Ну, в смысле, что люди неблагодарные, там, знаешь, вот это все. А во-вторых, если там ты куда-то пропадешь, тебе надоест или еще что-то, то вот будет как с Playboy 2, когда там, грубо говоря, админа не было, и все таки как, что делать, помогите. И непонятно, вот как решать какие-то тривиальные задачи. Поэтому всегда хочется, ну, не хочется, а в смысле nice to have вот какой-то бэкап-план, да, и вот какое-то плечо, которое... Плечо товарища. Так, а я не понимаю, мы уже играем или нет? Просто ничего вроде не написали, там вопросики какие-то были. А, ну вот. Видимо, не только у меня. А, в open source, ну, тоже круто. Не, вообще круто, что ты к этому пришел. Действительно хорошо иметь что-то такое под рукой. Так, ну ладно, у нас что? У нас команда Паука в обороне за ЕС. Ой-ой-ой, 5 человек у нас тут просто разрывают Папочку и Хистериуса. Просто в толпой заходят, стреляют с пулеметов со всех вообще стволов. Это больше похоже на какую-то свадьбу, чем на атаку, если честно. Не хватает еще, чтобы кто-то кричал «Яхай!». Но может в Дискорде это и происходит, я не знаю. И точка просто стремительно забирается. Подожди, а мы вообще точно за ту команду смотрим? Ну да, получается, Рампак с его ребятами просто в лоб с нахрапом пошел. Пришел, увидел, победил. Их тут, конечно, поубивали, но точка-то стоит. Да, это близко к мировому рекорду на Берлине, действительно. Я что-то так не припомню сходу чего-то похожего в матчах, которые мне доводилось лицезреть. Так, ну тут, посмотрите, собрались силы на противовес. Под флагом у нас 2 человека. Пытался у нас кто-то пробиться, Хистериус, под роудблоки, но не удалось. И точку возвращают. Хорошо, тут ребята от камбэча, я так понимаю, под руководством Паука там 3 человека вот собралось и заберили как минимум. Сейчас идет борьба за точку, но пока что... хотел сказать, складывается в пользу ЕС, но не совсем. Там Паук как-то очень далеко раскручивает своих тиммейтов. Он пошел главку штурмовать, что ли? Ничего себе. Ну, Паук там, короче, крутит как сквад-лидер. Но пока он крутит как сквад-лидер, у его ребят тут проблемы. И надо, мне кажется, было навязать быстрее борьбу под флагом и не мутить вот эти проходы. Но, с другой стороны, а кто про них знает, если никто не стрим-снайперит, правильно? Или кто-то стрим-снайперит все-таки. Ну, в любом случае, здесь заметили вот этот дерзкий проход по крыше. В принципе, вот эта ситуация уже знакомая. Это у меня даже видео на YouTube-канале есть, чем заканчиваются проходы по этой крыше. Если не видели, обязательно перейдите, посмотрите. Это просто классика этой карты. Так, и ЕС у нас вынуждены ставить оборону уже на роудблоках. Не удается тут Рампага убить. Так, там пулеметчика затушили, что ли? Ой-ой-ой, тут откуда-то Энсель вылез и просто крышу всю зачистил. Я вообще не понял, там турбина ничего не сказал, что ли, о лохе?
после того, как его убили, потому что Алох как будто даже не сильно ждал кого-то здесь. А Турбина просто заспавнился и на то же самое место, где стоял, встал со своим Бьянчи. Поливает тут из Бьянчи. Я не знаю, вообще из этого Бьянчи кого-то можно убить? А, да, действительно можно. Спасибо за демонстрацию, мастер. Я думал, он так просто декоративный больше. Ну, он как-то на фоне пулеметов из... вообще пулеметов 2142, на фоне пулеметов из двойки какие-то не очень внушающие доверие, скажем так. И как-то не очень надежный аппарат, как будто. Но, наверное, в умелых руках, в принципе, и палка стреляет, так что... Не будем сбрасывать со счетов скилл ишью, который мне свойственен, безусловно. Так, под точкой у нас нету пока никого, но Бьянчи тут нащупал какой-то проход от паковца, и Энсель это прекращает. Энсель реально какую-то жилку сквад-лидера у себя открыл, и как будто это прям очень хорошая находка для команды Рампага. По-моему, не было этого на Гибралтаре. Ну или это не так ярко проявлялось. А здесь прям ничего так работает. Хотя сейчас, конечно, не удалось. Но пока что обмениваются киллами обе команды. Тем не менее, паковцы не теряют лишних тикетов, это для них большой плюс. Но есовцы просто так не сдают карту, поэтому, в принципе, смотрим за ожесточенной и достаточно равной борьбой на данный момент. Ой, какая меткая граната от Хистериуса тут. Но вот на атаку здесь у ЕС нет уже силы, и просто понимают, что надо, наверное, даже отходить. Ну как понимают? Хистериус понимает, а вот Турбина думал, что может тут безнаказанно походить, но нет, нет. Смещается у нас на правый фланг атака, но здесь достаточно легко законтролить эту позицию, где находится Паук и его команда. Поэтому это режет наступательный потенциал, мне кажется. И Алоху тут вообще в углу прижали. Поэтому мы смотрим за новой атакой со стороны Пак уже. Собственно, зеркально примерно ситуация происходит та же самая в противоположной части этого дома. Берлинского общежития, или что это вообще такое? Так, ну ты меня озадачил. Я спустил камеру контролом, и я тоже не знаю, как ее поднять. Поэтому я поднимаю мышкой. Не-не, пробел это не то. Пробел это переключение между фрикамерой и конкретными игроками. Вот, я жму пробел. Вот это пробел. Так, и у нас атака паковцев под точку идет. Алоха остается на обороне сверху. Но у него тут уже угол не очень хороший для обороны. Плохо видно там за бордюром, что происходит внизу. А внизу происходит немножко анал дистракшн. И Алохе приходится спрыгивать, чтобы помогать своей команде. Но, в принципе, здесь удается отбиться. И Паук велит всем срочно наступать. Но здесь респы законтролить вот эти надо хотя бы. А то сейчас спине кто-то появится, будет неприятно совсем. Но нет, никто не появляется. Обе команды несут сейчас потери. Турбина очень открыто играет, мне кажется. Такое не прощают. Паук снова пытается отойти назад, чтобы давать распаковки с тыла. В принципе, вот как-то в бутерброд попробовать бы зажать было бы, скорее всего, неплохо.
Потому что если всей толпой оттуда идти, ну, они всей толпой будут вас принимать. Ну, видимо, так и хотят, собственно, ребят, сейчас сделать. Двое остается у нас на защите. Ну, здесь явно все понимают, что где-то тут паук остался. Но паук прям сейчас под точку дает распаковку. Очень хорошо. Ну, Хистериус где-то потерялся. Хистериусу надо помогать своей команде. Да, и спускают точку. А что тут? А тут ничего. И вот этот проход паука, в принципе, оказывает целебное воздействие на эту точку. Но здесь пытаются обороняться. Правда, рампак только был вроде. Гранаты все еще летят. Паук живет. С него прямо в режиме реального времени рожаются люди. Паук мансит как может. Дает рождение еще одному человеку. Еще одному. Они продолжают с него выходить и тут же умирать. Паук просто как на 3D принтере штампует бойцов. Но вот здесь вот паук что-то уже совсем разагрессировал. Ой-ой-ой, какая месилова тут происходит. Дефибрилляторами всех отрезали, всех поубивали. Герцоги пошли в ход. Но все-таки команда Паука оказалась сильнее. И у нас точка уходит за ЕС. Уходит же? Да. Удалось восстановить изначальное положение по карте. Ну, здесь Паук, конечно, явно MVP этого момента. Тут, ну, дискас. На своих плечах просто все вытащил. И этот маленький завод по производству клонов устроил. Все, конечно, было на очень таких тонких материях, но удалось все-таки. Сейчас паковцы пытаются здесь пройти в атаку, но хороший прием, в том числе паук им как раз обеспечивает. То у его команда тут похуже идет. В позиционке выбивают их одного за одним. Точка падает, паук остается в живых. Ой-ой-ой, тут спрей не очень помогает Хистериусу. Гранатки летят. Ну куда? Ай-яй-яй! Сейчас же там дружественный этот огонь будет. Паук здесь очень хорошую сейчас позицию занимает. И вообще про него никто не знал, честно говоря, что он был здесь. И сейчас просто такой троянский конь в спине оказался, что мама родная. Паковцы сейчас контролируют точку. Очень аккуратно они играют. Зачищают угол за углом. И все равно паука тут выковырять не так просто. Господи, его реально, его и убить очень сложно. И стреляет он как не в себя. Какой-то вообще Джон Рэмбо. Не иначе этот паук. 21/3. Сумасшедший человек. Так, и Пак у нас снова разворачивает атаку на следующую точку есовцев. Все-таки харизмы паука здесь не хватает для того, чтобы надолго удержаться в обороне. Такой крепкой, уверенной. 8 минут остается до конца этого противостояния. Много паковцев в зоне точки. 3, по-моему, или 4 человека, и там один папочка их принимает. Хистериус очень далеко и очень закрыто стоит. Ну, какой-то гиперсейф. Так, все-таки не принято. Опять паук просто на своем реге всех вытаскивает. Просто спреет в троих. А тут даже резать, на самом деле, не надо было. С паука бы люди выходили. Было бы гораздо полезнее. Так. Ой, опять рез. И паук тут из-за этого ничего не может сделать. Один остается, приходится сидеть за машинкой и контролить респ. А тут уже сейчас гранаты полетят, и, в принципе, у Пак много времени было, чтобы оборону закрепить. Ну, посмотрим, поможет ли им это или нет. Паук опять прорывается, пытается расшатать оборону, чтобы она стала круговой, а не позиционной. В принципе, неплохо у него с позиционной точки зрения получается раскачать оппонентов, но тут опять дружественный тимкилл. Мне кажется, у ребят просто не поспевают за вот этим наполеоновским гением паука.
Особенно если он только общается этими командами голосовыми, то это вообще супер сложно понять, что у него там на уме происходит. Так что микрофон, конечно, всегда важен для подобного рода противостояний. И пакам удается обороняться, но опять вот этот паучий сполз происходит. Вот просто уже третий или четвертый раз одна и та же тактика, и она по-прежнему работает. Снова удается пройти, как в первый раз. И все никак не научится как-то балансировать это паковцы. Ну вот удастся ли теперь команде Паука отмахаться здесь, отобороняться, это большой вопрос. Но пока что получается. Дэдди тут хорошо нащупал интимные места своих оппонентов, но они по-прежнему живут. Паук пытается добра здесь, но Энсель останавливает Паука. И сейчас будет попытка ретейка при нулевом сопротивлении стороны ЕС. Ну вот Паука здесь подняли, но все равно отсюда по точке что-то дать достаточно тяжело. Тем более, что здесь был у нас казачок засланный. Да, отстреливают здесь есовцев. И сейчас снова перейдут в атаку у нас пак. В принципе, да, это тоже уже мы не первый раз видим, что сперва Паук, спускаясь с горы, дает распаковку под флаг. Этого не ожидают паки, а потом каждый раз есовцы не могут отбить этот флаг от контратаки паковцев. И мы возвращаемся к битве за роудблок. Уже раза 3 происходило за один раунд. Ну вот, выскажу непопулярное мнение, но мне кажется, в этом как раз проблема левел дизайна 2142 с их кишками. Ну как кишками, мы уже обсудили, что это. Достаточно мало вариативности можно предложить, типа каких-то необычных проходов, необычных тактик, когда у тебя всего 2 дороги, по которым можно ходить. Battlefield 2 с этим как-то в среднем поразнообразнее получалось. И мне кажется, ну, для меня вот это один из таких весьма крупных даунсайдов 2142. Один из крупнейших, я бы сказал. То есть у него есть, безусловно, свои плюсы относительно двойки. Но вот это для меня один из даунсайдов. Но я понимаю, что многим ребятам такая линейность карт, наоборот, нравится. Ну, просто она больше, вот, мне кажется, для паблика, нежели для соревновательных каких-то вещей. Ну, мне так кажется. Так, ну и сейчас Пауку не удается вот этот свой разыграть, как бы это назвать, обходный маневр. Поэтому атака ЕС захлебывается, они сейчас будут пытаться в новую пройти. Хотя тут Алоха просочился каким-то образом под флаг. Про него знают, тут 2 человека оттягиваются на оборону. Ну, Алохе надо вот эти ящики занять, паучьи. Он очень открыто стоит, это, конечно, мешает ему здесь навязать какую-то сильную борьбу. Паук агрессивно пошел под точку. При том, что его тиммейты не поспевают здесь опять за ним. Алоха успел выйти. Так, ну и все, точка опять Белеса. В этот раз вообще без всяких проходов, просто с нахрапа взяли. Ну как взяли? Сейчас паки залетают, Паук держит свою эту паучье гнездо, но его оттуда выкуривают, и атака захлебывается. Нет, не взяли. Не успели чуть-чуть поднять точку. Сейчас будут выходить на поджим есовцы, но рискуют они здесь помереть. И тогда им обороняться будет гораздо сложнее под флагом. Но пока что получается у них даже в атаку здесь идти, в принципе, неплохо. Очень не вовремя Алоха решает подобрать
крылов, и жадность его здесь немножко погубила. Это вообще откуда был? А, вот отсюда, наверное. Паука посадили на попу. Энсель не дал ему здесь тоже пройти. Ну, справедливости ради, паук как-то уж очень уверенно пытался здесь в сантиметре от своего оппонента проход сделать. И, наверное, не хватает команде паука сейчас гибкости, чтобы паука, наоборот, отправить в комбат. Ну, вот та же проблема, как с рампагом я на прошлой игре описывал. Чтобы паук занялся комбатом, а кто-то другой сквад-лидерством. Потому что он сейчас совмещает две роли, и тащера, и главной распаковочной силы. И из-за этого, если паука убивают, то все захлебывается. Но обороняются ребята неплохо и без паука. И, кстати, сейчас вот это хорошая попытка навязать свою игру. Тут, конечно, пауку бы не палиться надо было пробовать. Все-таки без прикрытия играет. И паука выкуривает. По-моему, даже в спину его там Декстер расстрелял. Вынужден отступать опять ЕС. Ну, вот этот дом, конечно, большая преграда для обеих команд. Очень сложно через него пройти. Так, и 5 секунд остается до конца. Практически ничейный счет. Это же первый раунд или второй? Я забыл уже. По-моему, первый. Господи, какой он длинный тогда. Да. Неплохой получился Берлин. Так, тут по 30 киллов. Здесь, в принципе, тоже... Да, особо нечего, наверное, сказать по счетам. Много настреляли обе команды. А, это второй раунд был, да, получается? Все, спасибо всем за игру тогда. Я что-то забыл, о чем первый кончился. Это точно? Да? А, что-то не похож он. А, он будет? Ладно. Просто все начали выходить, я уже испугался, что все, конец. Финита комедия. Дед. Да, я что-то уже так залип смотреть, вот, в принципе, можно было вот где-то так вот камеру закрепить и вообще ничего не двигать никуда. Я поэтому уже вообще потерял связь немножко с реальностью, да, извините. Дед, чё ты это на мой возраст пеняешь? Да, не молодеем мы, что уж тут бухтеть. Давайте это 8 на 8, ребят, собирайте. Хочу с техникой вот это все комментировать. Мне кажется, это супер прикольно будет. И главное, никто не будет ничего понимать, что происходит вообще. Мне кажется, это супер фаново будет. Импульс, ты меня точно должен поддержать. Ты меня поддерживал в прошлый раз, когда я эту инициативу пушил. Помнишь, мы собирались с тобой, с ГДшниками. И не помню, кто-то там еще у нас был. По-моему, как раз из Алиенов кто-то. Не Паук, а вот кто-то другой там был. И мы играли то против Энфорсов, то против Альянсов, то против еще кого-то. Прям чуть ли не это свой 8 на 8 коллектив собрали, такой немножко этот разрозненный. Ну, видишь, тут вот зрители нас смотрят, они вроде тоже... Ну, они с новые в основном. Можно, наверное, попробовать добрать. Хотя... Не знаю. Пишут, одного не хватает кого-то. Паук говорит, не хватает кого-то. Кого не хватает? Кого-то.
Чё, импульс? Настало твое время играть, получается? Не, вон импульс есть, чё я-то. Я с моим пингом 180 не буду на замене играть. Меня приглашали только это смотреть. А, подожди, у двоих не хватает тогда, получается. Или что, или они 4 на 4 будут играть? Я не знаю. Чего? По-моему, 2 человека ушло. Ну да, импульс же не играл. Пу-пу-пу. С другой стороны, на самом деле, мне кажется, на этом и точку можно поставить, потому что так-то победила дружба и ничья как раз. Ну, видимо, 4 на 4 будут играть или чё шо? Вы же не ждете, что я сейчас начну играть, правда? Вроде не ждут. И слава богу. Так, ну поскольку в атаке паук, естественно, они едут на попе с горы. Да, 4 на 4 доиграют. Ну, я так и понял, ага, спасибо. Бьются тут под горкой. Остается в живых Декстер и Паук. Паук решает убежать, поэтому у Декстера есть уникальная возможность отревайвить своих. Но убежать за Пауком, я думаю, не надо. Лучше обороняться от точки, учитывая, что это ФБФ. И ребята, кажется, это тоже понимают. Или что, решили не ФБФ играть? А, не, Паук просто это докручивает свою спираль, чтобы полный круг сделать. Так, ну с обороной что-то не сдалось у команды Рампага. Тут мистер Баш, JC Баш, остается один. Вот только сейчас успевают выйти какие-то ребятки еще. В это время паучья братва просто по кругу встает, чтобы полировать точку гранатами там и всем остальным. Ну и ладно, говорит на это Рампак и Баш. Тикеты-то капают. Пожалуйста, окружайте, насмехайтесь. Ну вот это ключевое, кстати, отличие, наверное, FBF от нон-FBF. Потому что если бы это был нон-FBF, то ребята уже бы все точки пошли позабирали. А тут они вынуждены вот вокруг одной вращаться. Ну, 4 на 4 точно нет смысла нон-FBF играть, да и в целом нон-FBF. 21-42, насколько я помню, прям не принят. Хотя в двойке мы регулярно играли на FBF, не знаю. Так, Баш тут закрыто стоит в обороне, просто, ну, это реально последний редут обороны. И неплохо работает, кстати, в этой паучьей точке. Двоих тут забрал. Мне кажется, Паук сейчас немножко перетумачивает с вот этими коварными обходами. Не получается из-за этого под точку как-то пройти нормально. Немножко в итоге сам себя как будто запутал. Так, ну и там при этом кто-то остался, я так понимаю, из паковцев или нет? А вот, видимо, загадка дыры. Да, остался кто-то. И под точку удалось пробиться одному. Или паре человек. Пешку тут размансили. Как он спину-то паука не забрал? Не забрал. Паук какой-то прям жесткий. Даже спину не кладется. Так, ну и забирается у нас точка. Уже пошла сразу же атака агрессивная вперед.
Двойка тут паковская не очень слаженно, правда, работает. Но амбициозность этого маневра была достаточно высокой, надо признать. Так что респект всем погибшим. Давайте посмотрим за рампагом и его боковым фланговым маневром. Получает по тыкве рампаг и умирает. Вот. Вот что бывает, когда начинаешь смотреть за кем-то конкретным. Обычно. Поэтому я всегда фрикамеры предпочитаю. Ну или вот так, да. Или вот так. Пожалуй, перестанем этой практикой заниматься. Отдохнули и хватит, как говорится. Так, и снова вот с нахлестом пытаются, вот сразу видно, что Паук, сквадлидеры с нахлестом пытаются взять своих оппонентов, чтобы надо было постоянно смотреть назад при обороне. А не про... Ну, не, в этом на самом деле есть смысл. Особенно сейчас, когда тикеты не капают. Потому что вот эту позиционку в 21:42 разбивать достаточно важно. Потому что все сидят в своих ящиках этих, и просто в лоб довольно сложно как-то взять. Нормально, тут кто-то вытанковал урон. Энсель просто как пуч в доте оттанковал урон, пока его тиммейт стрелял или наоборот, там, ну, в общем, неважно, кто-то из них. Все, дед устал. 3 карты все-таки, наверное, без подготовки сложно смотреть. Так, ну паковцы у нас навязывают борьбу под точкой. И еще остается у нас Баш. По-моему, он сквадлидер тоже был. И если на него сейчас скинут, то с него можно хорошую оборону накидать. Собственно, Рампак и Декстер этим и занимаются. Но перекрестным огнем их тут встречают. Хорошая позиция у кого? У Алохи, по-моему. Который очень мешает сейчас отмахаться. И этот ящик взрывоопасный, предательски мешает сейчас ЕС. И ревайвы не идут в этих ящиках. Все буксует. Ай-яй-яй. И Паук остался в живых. Очень неприятно. Фулл вайп сейчас. Последняя точка остается. Ну, ребят, наверное, тоже все-таки устали. Это я сижу и комментирую, это они-то играют третью карту. Так что... Че, я-то бухтеть буду. Ну, там есть некий маневр. Но ребятам надо для этого отдефаться. Я не знаю, насколько быстро. По идее, последние точки медленно едут. Тут же нету, да, никаких вот этих скриптов? Нету. Точка едет. И тут точка едет. Ну, Рампак должен быть быстрее. Да, успевает здесь Рампак. Но скинуть хват на него не успевают, его забирают. И единственное, что благодаря этому получится сделать, это... Ой, тут продолжает точку тянуть. Но вот попробовать отбиться сейчас под точкой можно попробовать. Выбивает отсюда Алоху. Точка едет назад, но вот... Удалось благодаря этому избежать фулкапа. Но паковцы у нас находятся на верхотуре, в то время как весь ЕС находится внизу, и из-за этого тут можно и пропустить, как кто-то под точку пройдет, и просто по кумполу сверху получить. И расплечиваются ребята, их по одному тут еще и забирают, помимо всего прочего. Full вайп. И вот из этого уже будет очень сложно сейчас отбиться, потому что в зоне флага находятся оппоненты, только-только начинают респавниться ЕСовцы, точка уже начинает ехать вниз. Откидывается Рампак гранатами, но уже тут несут потери, только появились, уже Декстер отъехал. Рампак входит в точку, но ему надо и как бы и в точку войти, и своих отревайвить, но очень неприятная, конечно, для него ситуация. Сейчас будет попытка ревайва по Рампагу.
Ух, какой герцог там просвистел над головой. А у Рампага только пистолетик остался. Ай-яй-яй. Кулкап. ГГ. Ну, по итогу я не знаю, как там считать. Если хотите, кому интересно, можно. Но тут явно команда Паука победила, хотя нельзя сказать, что это была игра в одни ворота. Вообще ни разу ребята действительно неплохо поделились по составам. И очень много в команде Паука строилось, собственно, на самом Пауке. Видите, я не зря, получается, назвал эту команду